Şeytan doldurur ha. Ben kendim doldurdum zaten. Biz kardeş olmayı hiç denemedik. Esat, sen yalnız değilsin. Korkuyorum. Allah muhabbetinizi artırsın. Ne işin var senin burada? Gemilerini mi getirmeye çalışıyorsun? Sen amacın ne ya? Ya şu kapıyı bir aç konuşalım. Afiyet olsun şans alanlar. Konağın yeni sahibiyim. Здравствуйте, мои дорогие подписчики! Добро пожаловать на наш канал! Не забудьте подписаться на наш канал, чтобы быть в курсе новых видео. В этом эпизоде нас ждет еще одна эмоциональная и интригующая история. Мы погрузимся во вселенную, наполненную любовью Мелика и Джихана, противоборствующими взглядами Нуха, непреодолимыми решениями Севилай и великими дилеммами Эсмы. Эта история, переплетенная с внутренними конфликтами персонажей, семейными связями и чередой тайн, будет и дальше волновать и интриговать зрителей. В этом эпизоде в отношениях Мелек и Джихана происходит важное событие. Джихан делает Мелек долгожданное предложение руки и сердца. Однако это предложение руки и сердца не ограничивается простым ответом «да». Это предложение на самом деле является поворотным моментом, показывающим, насколько сильной и сложной была любовь двух персонажей. Хотя любовь Мелек-Джихан достигает своего пика, когда она принимает это предложение, препятствующее отношения Нуха нависает над этим счастьем, как темное облако. В то время как Джихан демонстрирует свою любовь к Мелек при каждой возможности, Мелек также оказывается в плену этой любви. Однако навязчивое и упрямое отношение Нуха к Джихану является самым большим препятствием для двух персонажей. Неодобрение Ноем этих отношений серьезно влияет на будущее Мелек и Джихана. Почему Ной проявил столь суровое отношение, требует глубокого психологического анализа. Ной на самом деле действует инстинктивно, чтобы защитить Мелика. Однако со временем этот защитный инстинкт выходит за рамки и начинает омрачать счастье Мелек. Как бы Джихан не проявлял свою любовь и преданность Мелику, недоверие Нуха к этим отношениям никогда не утихает. Здесь могут сыграть свою роль прошлые болезненные переживания Ноя, проблемы с доверием и страх потерять Мелика. Гнев Ноя по отношению к Джихану на самом деле является отражением его глубокой преданности Малику. Он боится, что Джихан расстроит Мелек, ведь в его глазах Мелек – самый ценный человек в его жизни. Поэтому, что бы ни делал Джихан, в глазах Ноя он становится соперником, который всегда готов защитить Мелек. Нух не доверяет Джихану, и это недоверие бросает тень не только на характер Джихана, но и на счастье Мелек. Госпожа Сумру не может понять, почему ее сын противится отношениям Мелек и Джихана. Как мать, она уважает решение сына, но также думает о счастье Мелек. Ситуация, в которой оказалась Сумру между этими двумя, раскрывает как трудности, которые она испытывает как мать, так и тот факт, что она стала подвергать сомнению решения Ноя. Хотя Сумру верит в любовь Мелек и Джихана, она видит, что навязчивое отношение Нуха вредит как ему самому, так и его семье. Однако, с другой стороны, ей трудно вмешаться в эту ситуацию, так как она боится, что ее сын расстроится. Отношения Ноя и Сумру также требуют глубокого анализа. В глазах своей матери Ной по-прежнему ведет себя как маленький ребенок. Несмотря на то, что Сумру инстинктивно пытается защитить сына, она понимает, что ее отношение причиняет боль Мелек. Однако, с другой стороны, преданность Нуха ей и отношения матери и сына затрудняют принятие решений Сумру. Такое отношение Нуха к Мелек и Джихану вредит не только Джихану, но и его отношениям с матерью. Эсад, похоже, формирует фронт против Джихана, сближаясь с Ноем. На самом деле эта ситуация может быть частью тайных планов Асада. Эсад хочет отомстить Джихану и, возможно, пытается реализовать свои планы, используя Ноя. Доверие Ноя к Асаду на самом деле показывает, насколько он открыт для манипуляций Асада. Обращение Эсада к Нуху как к брату можно рассматривать как попытку завоевать его доверие. Однако настоящая цель Эсада – использовать Ноя против Джихана и защитить свои собственные интересы. Эта ситуация может привести к существенному перелому в характере Ноя.
Хотя попытки Эсата сблизиться с Ноем, на первый взгляд, создают прочную связь между двумя мужчинами, на самом деле это попытка Эсата добиться собственных интересов с помощью чистого и эмоционального характера Ноя. В то время как Ной верит в Эсата своими чистыми чувствами, Эсат, возможно, планирует предпринять действия против Джихана, манипулируя этими чувствами. Сивилай все больше и больше страдает от гнетущего отношения Нуха. Издевательство и импульсивное поведение Нуха заставляют Сивилай серьезно сомневаться в целесообразности продолжения этих отношений. Сивилай хочет уйти от Ноя и начать новую жизнь, но это решение дается ей нелегко. Решение Сивилай поговорить с Джиханом наедине, чтобы получить совет, явно свидетельствует о ее дискомфорте и недоверии к Нуху. Однако, когда Нух видит Сивилай и Джихана вместе, это создает огромный кризис. Ной чрезвычайно импульсивный и злой персонаж, поэтому он делает поспешные выводы, даже не разобравшись в ситуации. Эта ситуация приводит к еще большему конфликту в отношениях Ноя и Сивилая. Последний шанс, который Сивилай дает Нуху, является признаком того, что эти отношения приближаются к концу. Сивилай может понять, что Ной не изменится и что эти отношения причиняют ей боль. Поэтому вполне возможно, что Сивилай теперь решит покинуть Нух. История Эсмы – один из самых эмоциональных и сложных моментов в этом эпизоде. Столкнувшись с решением сделать аборт, Эсма переживает один из самых трудных моментов в своей жизни. С одной стороны, Эсма не решается взять на себя ответственность за ребенка, а с другой – боится трудностей, которые принесет материнство. Но в абортарии она не выдерживает и пересматривает свое решение, думая, что ей придется лишить ребенка жизни. Внутренний конфликт, который переживает Эсма, приводит к глубокой трансформации ее характера. Эсма решает отказаться от аборта и оставить ребенка. Это решение также глубоко влияет на отношения Эсмы с Эсатом. Возможно, Эсма принимает это решение, мечтая о жизни, в которой она сможет быть счастлива с Эсатом. Однако предупреждение Финал Ханем и появление истинного лица Эсата могут втянуть Эсму в период, полный сожалений. Хотя Эсма решает выйти замуж за Эсата и стать матерью, последствия этого решения станут более ясны в следующих эпизодах. Тело, похороненное в саду Таксин-Бея, добавляет большую таинственность истории в этом эпизоде. Этот труп хранит тайну, которая изменит не только жизни персонажей, но и направление всей истории. Появление тела может стать поворотным моментом, когда Таксин-Бей начнет расплачиваться за свои прошлые ошибки. Однако, похоже, Таксин-Бей попытается скрыть этот инцидент с помощью денег. После того, как тело будет найдено, Таксин-Бей составит план и попытается свалить вину на кого-то другого. Но каким бы идеальным ни был этот план, правда однажды обязательно выйдет наружу. Когда Сивилай и Мелек начнут узнавать, что происходит за кулисами этого инцидента, отношения внутри семьи станут еще более сложными. Наконец, болезнь Самета добавляет истории эмоциональный оттенок. Возвращение Самета в особняк на самом деле может стать символом второго шанса. Пока Самет борется со своей болезнью, он также переживает серьезные перемены в своем характере. Боль, которую он испытывает во время этой болезни, может привести к перерождению как физическому, так и эмоциональному. Жесткое отношение Таксин-Бея к Самету делает темы силы и слабости внутри семьи еще более очевидными. В этом эпизоде отношения между персонажами становятся более сложными, а внутренние конфликты каждого из них выводят историю на более глубокий уровень. Это повествование, развивающееся через любовь, предательство, борьбу за власть и секреты, продолжает удерживать зрителей прикованными к экрану. Конфликты во внутреннем мире каждого персонажа, принимаемые ими решения и трудности, с которыми они сталкиваются, еще больше усиливают драматическую структуру истории. Что вы думаете о событиях в этом эпизоде? Перестанет ли Ной когда-нибудь так остро реагировать на все? Сохранится ли любовь Мелек и Джихана, несмотря на препятствия Ноя? Пожалеет ли Эсма о принятых ею решениях? Какое опустошение испытает семья, когда тайна Таксина-Бея будет раскрыта? Смогут ли Джихан и Мелек пожениться? Вы можете поделиться своим ценным мнением в разделе комментариев. Не забудьте подписаться и включить уведомления, чтобы получать больше видео.
Увидимся в следующем видео. Береги себя. До свидания.